Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно, я даже не знаю, как это правильно назвать, крик, ор, направленный сигнал. В общем, торговецкая база издает различные шумы, похожие на крики. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Секундочку, друзья, если хотите поддержать меня, контент, который выходит на канале, в описании под видео ссылочка на Boosty, либо на обычные привычные донаты. Но это, мои дорогие, не обязательно, исключительно по желанию. А мы возвращаемся к теме видео. Небольшое предисловие. На Reddit появилось кое-что, появилось видео, в котором торговецкая база орет. Потом ее кое-куда опубликовали, естественно, без ссылки. Потом у Кэнонов я это дело нашел, то что они тоже обсуждают данную тему. Нашел, собственно, эту ссылочку на Reddit, посмотрел и загорелся идеей проверить. Я не буду вставлять данный видеофрагмент и аудиофрагмент в сам видеоряд, потому что типа авторское право и все остальное. Я оставлю ссылочку в описании под видео. В общем, ребята делали следующее. Прилетели на торговецкую базу, взяли реликвию, сенсор, звено, активировали все это дело, и, как я понял, у них реликвия не стала неизвестной реликвией, неопознанной реликвией, ну той, которая зеленая. Вследствие чего торговецкая база начала неистово орать. Я прям страшно загорелся данной идеей и полетел проверять. Далее. Я полетел в систему Delphi, на планету 5А. Знаете, там есть наземная торговецкая база. Потом выяснилось, что те ребята летали в совершенно другую систему. Ссылочка на название системы в описании под видео, потому что я просто этого не выговорю по памяти. В общем, прилетели и начали, так сказать, экспериментировать. Так вот, что получилось? Первое. Звуки во время активации всего этого дела были такие же. Я выехал на ТРП снаружи. Звуки были довольно устрашающие, но при всем при этом мы потом зашли в горизонты. Если в горизонтах звук такой же, как и в Одиссее, то получается такое, собственно, было, как я понял. Но все же. После этого мы решили сделать немножко по-другому и, так сказать, подождать некоторое время после всего того, что мы делали внутри базы, то есть после активации. Но получилось следующее. Я собрался командой с несколькими людьми, потом, правда, прилетело еще больше народу, но суть такова. Ребята поехали с сенсором и реликвией внутрь торговецкой базы и закидывали ее до активации, вот именно подчеркиваю, до активации торговецкой базы были следующие звуки, которые меня действительно испугали. И я таких звуков не помню. Никто из чата таких звуков, ну, на стриме все это происходило, тоже не помнит. Так что вот, пожалуйста, смотрите, слушайте. Вы что сейчас там сделали, ребят? Это было оно? Я, мои дорогие, в душе не знаю, что это такое было. Такого я вообще не помню никогда. С торговецкими базами развлекался в свое время. Ни один видос записывал, ни один стрим тут проводили. И проверки различные были, те же самые реликвии стражей. Что это за хрень, я не знаю. Если вы знаете, мои дорогие, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. До момента появления той неведомой хреновины под названием «Не знаю, что это такое, летит к нам, нам всем капец», как бы такого не наблюдалось. Но у нас получилось по-другому, подчеркиваю, потому что ребята на Reddit делали по-другому. У нас это получилось до активации торговецкой базы. У них это, как я понял, произошло именно после активации торговецкой базы, когда у них не получилось сделать неопознанную реликвию из обычной реликвии стражей. Вообще, как бы, если честно, похоже на сигналку. Типа сигнализация. Ну, я не знаю, правда. Интересно будет почитать, мои дорогие, что вы думаете об этом. Так что пишите свои мысли, пожалуйста, в комментарии, обсудим. Потому что как бы та штука еще летит, и лететь ей довольно долго, как я понимаю. Она еще даже не долетела до второй системы, а долетит, например, в понедельник. Куда она полетит дальше, куда двинется, не ясно. Та хреновина передвигается не напрямки из точки А в точку Б, а через системы. Из системы А в систему Б она уже прилетела, из системы Б в систему С она еще летит. Летит она типа в гиперкруизе.
Не гиперпрыжок. Не как, короче, флотоносцы, не как торгоиды, не как мы межсистемами летаем, а так, как мы летаем в гиперкруизе. Что очень странно, что максимально странно. Ну и если что, вот так вот звучит торговецкая база после активации реликвии стражей. Мало ли, не знали. Так, ну чё? Ну чё? Давайте так вот сделаем, я не знаю. На счет 3 запускайте. Раз, два, три. Ну а дальше были совершенно обычные звуки, которые мы уже встречали, поэтому я не стал их туда ставить, потому что я там в этот момент говорю еще на стриме. Если бы я все это обрезал, сделал бы монтаж, вы бы сказали то, что я все это склеил, то, что я приврал и прочее. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше 800 видео по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что что? Потому что фронтиры всячески делают различные нововведения, какие-то приколюхи, летающие PNG-шки и прочее, прочее, прочее. Также будут ссылочки на плейлисты, но уже по элиточке. Из серии обзоры кораблей, топы, корабли, материалы, данные, торговые стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист, лор и сюжет в Elite Dangerous. Также будут ссылочки на социальные сети, почему бы не такие, как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Discord сервер, Телеграм-канал. И если хотите поддержать меня, контент, который выходит на канале, то в описании под видео ссылочка на Бусти и ссылочка на обычные привычные донаты. Но это, мои дорогие, не обязательно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, надеюсь, если он будет. До встречи.